Ее звали Лада. По крайней мере, так ее начали называть люди, которые время от времени останавливались у дороги. Сколько ей было лет на самом деле, никто не знал. На вид лет 7 или 8. Седая шерсть вокруг морды, немного хромающая задняя лапа и глаза, в которых было что-то удивительно спокойное. Лада всю жизнь провела на цепи. Ее будка стояла посреди пустого поля, примерно в сотне метров от старой проселочной дороги. Будка была маленькой, перекошенной и давно прогнившей. В одном месте вместо стены торчали доски, а крыша протекала после каждого дождя. Зимой снег заметало внутрь, а летом раскаленное железо на крыше превращало ее в душную коробку. Но самое страшное было не это. Цепь была короткой. Лада могла сделать несколько шагов вокруг будки, дойти до миски и немного отойти в сторону. Дальше никак. Еду ей приносили случайные люди. Кто-то выбрасывал возле дороги кусок хлеба, кто-то оставлял пакет с кормом, а иногда водители останавливались, выходили из машины и наливали ей воды. Лада никогда не лаяла на прохожих. Она просто вставала и махала хвостом, словно каждый человек мог оказаться тем, кто, наконец, заберет ее отсюда. Однажды мужчина, ехавший по этой дороге, заметил собаку. Он остановился и долго смотрел на нее. Лада подошла к краю цепи. «Привет, девочка», — сказал он. Она осторожно понюхала его руку. Мужчина узнал от местных жителей, что несколько лет назад здесь стоял небольшой дом. Хозяин дома собирался переезжать в город. Собаку он брать с собой не хотел. Тогда он привязал ее за деревней, поставил старую будку и уехал. Сначала мужчина иногда приезжал, потом перестал, а Лада осталась. Никто не знал, сколько дней она ждала его возвращения. Когда мужчина услышал эту историю, он вернулся к машине, но через несколько минут снова подошел к собаке. Лада лежала возле будки и смотрела на дорогу. «Ты все еще ждешь его?» — тихо спросил мужчина. Лада подняла голову. Он достал нож и перерезал цепь. Собака не сразу поняла, что произошло. Она встала, сделала несколько шагов и остановилась. Потом осторожно пошла дальше. Впервые за много лет она могла идти, куда хотела. Мужчина открыл дверь машины. «Идем, Лада». Она посмотрела на него, потом на пустое поле и снова на машину. Через несколько секунд она подошла. В тот день Лада впервые ехала не в привязанной к земле цепи, а рядом с человеком, который решил, что ее жизнь еще не закончена. В городе она долго боялась заходить в квартиру, стояла у двери и не решалась переступить порог. Ей казалось, что где-то за спиной снова звякнет цепь. Но цепи не было. Была миска с водой, теплая подстилка и окно, из которого можно было смотреть на улицу. Через несколько недель Лада впервые уснула, не привязанная к будке. А утром она проснулась, потянулась и подошла к окну. За стеклом шел дождь. Она смотрела на него совершенно спокойно, потому что теперь ей больше не нужно было ждать человека, который однажды бросил ее. Теперь она ждала только своего нового хозяина, того, кто однажды остановился у пустого поля и решил не проезжать мимо.